Всем доброго утра, хорошего дня, уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я к вам вот с такой сумочкой, связана из полиэфирного шнура. Вот этот шнур, я не знаю, какой это шнур, что это за шнур, потому что мне его подарили. А подарила мне ее одна знакомая хорошая. Сказала, что когда-то давно-давно купила себе этот шнур, хотела себе связать сумочку, но так руки не дошли, он валялся у нее, валялся, хотела уже выбросить. Но тут вспомнила обо мне и сказала: дарю. Я сказала ей спасибо и с радостью приняла этот дар. И теперь у меня есть сумка. Как я ее вязала, вкратце я вам расскажу в этом видео. Может быть, оно вдохновит вас тоже связать сумку. Сумку можно вязать не только из шнура, можно из любой пряжи связать. Это просто, что мне достался дармовой шнур, я связала из шнура. Если бы у меня шнура не было, связала бы из пряжи. Если вам понравилась сумка, она у меня на магнитной застежке. Вот. С подкладкой. На подкладке есть карманчик. Единственное, что я вам не расскажу, как шить подкладку, потому что я не швея, шить не люблю и считаю, что для всего есть специально обученные люди. Я умею вязать и люблю вязать, поэтому я вяжу. Кто-то умеет шить и любит шить, тот шьет. Мне сшила эту подкладку одна хорошая девочка. И я ее благодарю. Ну что, если вам понравилась сумочка, приглашаю посмотреть, как я ее вязала. Не так давно мне попало в руки, вернее, мне подарили вот такой моток полиэфирного шнура. Толщина примерно 2 миллиметра. И я, видя в интернете много сумочек из полиэфирных шнуров, и вообще сейчас модно вязать из такого шнура без сердечника, и коврики и все остальное. Но у меня намного он тоньше, этот шнурочек. Я решила связать сумочку, не клатч, а именно сумочку полноценную. Для этого я провязываю в скользящую петлю амигуруми 5 столбиков без накида, это начало. Раз, два, три, 4, 5. Подтягиваю петлю. Петля подъема. Разворачиваю. В первую петлю за заднюю стенку провязываю 2 столбика без накида. Вязание будет вестись полностью везде за заднюю стенку. Во вторую петлю тоже 2 столбика без накида за заднюю стенку. Третью петлю, она же у нас центральная получается, провязываю столбик без накида, воздушная петля и сюда же еще один столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида за заднюю стенку. Два столбика без накида за заднюю стенку. Петля подъема. Разворачиваюсь. В первую петлю провязываю 2 столбика без накида за заднюю стенку. Напоминаю, это я буду постоянно вязать за заднюю стенку. Дальше провязываю раз столбик без накида за заднюю стенку, 2 столбик без накида за заднюю стенку, 3
столбик без накида за заднюю стенку, 4, 4, где же там у меня 2 столбика без накида, так, и в петлю между двумя столбиками в вершине провязываю столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Дальше 1 столбик без накида, опять 1 столбик без накида в заднюю стенку, столбик без накида, 2 столбика без накида. У меня каждый раз в каждом ряду с каждой стороны будет увеличиться количество столбиков на 2. Здесь я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, петля подъема, 2 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, 5, в серединку 6 столбик без накида, воздушная петля, сюда же опять столбик без накида, 1, 2, все это за заднюю стенку, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, то есть 2 петли в последнюю петлю за заднюю стенку. В следующем ряду будет по 10 столбик без накида. И так я буду вязать до тех пор, пока вот эта ширина не достигнет нужной ширины мне для сумочки. Как только я провяжу такое количество рядов, когда мне уже надо будет вязать по прямой, выравнивать, не надо будет этот уголок соблюдать, я вам покажу, как я это буду делать. Ну вот, я достигла того размера, который мне нужен для вязания сумочки. То есть сумочка моя будет вот такой ширины. Я специально не говорю размеры, не сколько петель я провязала, не столько столбиков. Это просто я показываю, как вязать эту сумочку. Вы можете вязать другими нитками, можно даже не обязательно шнуром. Толщина другая, крючок другой. Вы просто вяжете до тех пор таким узором, пока не достигнете ширины, которую вы хотели иметь сумочку. Теперь я буду вязать уже без прибавлений. То есть будет сохраняться количество петель на этих гранях уже до конца. Пока я буду вязать, уже пойдет у меня вот так ровное полотно. Что для этого надо? Для этого петля подъема. И теперь я буду провязывать не в первую петлю, вернее, даже я за заднюю стенку буду, как и раньше, провязывать, не за заднюю стенку первой петли, а за заднюю стенку второй петли. И не 2 столбика, а 1. Провязала, вяжу до центрального уголка, где я буду продолжать точно так же вязать, как и раньше. Сейчас я дойду сюда, до этого уголочка, и покажу, как я буду дальше действовать. Вот я на вершине своего треугольника в среднюю петлю, вернее в воздушную петлю между двумя столбиками провязываю столбик, воздушная петля и опять сюда же столбик. То есть все это без изменений. Как я вязала до этого, так я и буду вязать. Дальше я вяжу до
противоположного края. Довязала я, вернее, не довязала я до края 2 петли. Мне надо, чтобы у меня с этой стороны получилось столько же петель, сколько с этой. После того, как я провязала эти петли, у меня здесь 49 петель. Мне надо, чтобы здесь тоже получилось 49 петель. Сейчас у меня провязано 48 петель, вернее 48 столбиков и 2 петли не провязанные. И теперь я буду провязывать 2 столбика с общей вершиной. Можно было бы просто провязать 49 столбик, развернуться, петля подъема и вязать назад. Но тогда у меня будут получаться ступеньки. В каждом ряду получаются ступеньки некрасивые. А мне надо потом будет выровнять этот край. И поэтому я решила провязать таким образом. Таким образом убираю я лишнюю петлю, вернее лишний столбик. Вот. Провязала я 2 столбика с общей вершиной. Разворачиваюсь. Петлю подъема я сделала. Не в первую петлю сразу провязываю, а во вторую, так как и в этом ряду. И вяжу назад. И у меня в вершине будут прибавляться столбики, а по углам будут просто уменьшаться каждый раз на 1 столбик с каждой стороны. И в результате у меня сохранится одинаковое количество петель, вернее столбиков, для того, чтобы было ровное полотно без расширений. Итак, петля подъема и начинаю вязать со второй петли до вершины. В вершине мы прибавляем столбик. С этой стороны мы опять точно так же уменьшаем. То есть одинаковое количество столбиков у меня теперь должно быть до конца. Провязала я от вершины 48 столбиков. Теперь мне надо провязать 49. Я провязываю 2 столбика последние с общей вершиной. Чтобы не было ступенек. Петля подъема, разворачиваю вязание и начинаю вязать не с первой петли, а со второй. Столбик вернее петля подъема является у меня первым столбиком. Ой, за заднюю стеночку я вяжу к вершине. На вершине у меня так же, как и до этого, будет провязываться 2 столбика, между ними воздушная петля. А в конце ряда я всегда буду провязывать 2 столбика последних с общей вершиной, чтобы у меня получилось ровный край. А в начале ряда я буду провязывать не в первую петлю, а во вторую столбик. Петля подъема, во вторую петлю от петли подъема буду провязывать столбик. И у меня получится постоянно ровное количество, и край будет ровный. Вот видите, у меня уже появляется прямой угол, уже начинает идти у меня ровненько. И так я буду вязать до тех пор, пока не сочту, что мне достаточно, что у меня уже достаточно большая сумка, вернее, достаточный размер. Я не сильно хочу большую сумку, но, в общем, достаточный размер моей сумки. И потом я к вам вернусь. Провязала я на нужную величину для меня сумочку. Вот у меня идет уже клапан. Потом таким образом у меня идет уже продолжение сумки. Обвязала я по периметру столбиками без накида. Вот уже закончила здесь. И теперь мне надо связать вот такие боковушки. Боковые части для сумочки и ввязать туда петельку для карабинчика ручки. Я решила, что у меня эти боковые части будут
5 сантиметров. Ну, естественно, 20 сантиметров высота, потому что сумочка у меня сама будет 20 сантиметров высота. Для вязания боковой части я набираю 11 воздушных петель. Раз, два, три. Провязала я цепочку из 11 воздушных петель, сделала петлю подъема и во вторую петлю от крючка начинаю провязывать столбики без накида. 11 столбиков без накида. У вас, конечно, могут быть другие количества столбиков, в зависимости от того, если вы решите вязать сумочку из какой-то другой пряжи. Собственно говоря, вы даже не знаете, из какой пряжи я вяжу, потому что я сама не знаю. Вы будете уже рассчитывать по своим размерам, по своей толщине пряжи. Я просто показываю принцип вязания. Провязала первый ряд, 11 столбиков с накидом, петля подъема, разворачиваюсь и в первую петлю за заднюю стеночку провязываю столбики. И дальше вяжу столбики за заднюю петлю. И так я буду вязать каждый ряд. За заднюю петлю точно так же, как я провязывала основное тело сумки, до того момента, когда мне понадобится вязать петлю для ручки. Итак, мне осталось довязать боковину до полного размера 4 сантиметра. И сейчас я буду привязывать сюда петельку для ручки. У меня 11 петель. Сейчас я провяжу 3 столбика без накида. Раз, два, три. Теперь прикладываю эту петелечку таким образом, чтобы мне было за что зацепиться. Ввожу крючок под дальнюю петлю, под дальнюю половинку петли, потом через петельку для ручки протягиваю, провязываю. Раз, следующая ввела и протягиваю петлю через петелечку для ручки. 2. И так я провяжу 5 столбиков без накида для того, чтобы прикрепить ручку или петлю, как ее назвать, не знаю. Привязала петельку и опять 3 столбика без накида. Распределила таким образом петельки, столбики, чтобы у меня эта петля оказалась посередине боковушки. Вот таким образом она привязалась у меня. Теперь я довяжу последние 4 сантиметра в высоту и покажу, что я буду делать дальше. Довязала я до нужного размера. И теперь начинаю ввязывать столбиками без накида полностью под всю петлю. Обвязывать я буду по всему периметру полностью. И когда довяжу до уголка, покажу, как я в уголке буду провязывать. Довязала до угла, то есть до последней петли в ряду, и провяжу под эту петлю 3 столбика без накида, то есть я сделаю разворот, чтобы у меня получился красивый уголок. Провязала и начинаю вязать уже по боковым
части, не по боковой части. Так, довяжу до следующего угла, то есть до нижнего. Провяжу точно так же 3 столбика без накида в одну петлю, чтобы сделать разворот красивый, чтобы получился такой уголок у меня, не затянуть его. И буду вязать дальше, обвязывая полностью всю боковушку, возвращаясь в начальную точку. Довязала я до угла, с которого я начинала обвязку. Здесь один столбик уже провязан. Провязываю 2 столбика без накида, чтобы сделать закругление красивое. Вытягиваю нить, обрезаю. И теперь формирую здесь петлю для того, чтобы в уголочке выглядело все красиво. Вот, у меня получилась точно такая же полноценная петля, как и все остальные. Никаких узелков. Ниточку потом я спрячу и обрежу. Все. Движемся постепенно к финалу. Вот мое полотно сумки. Я уже разметила, где у меня будет застежка, магнитик. Потом примеряла боковушечки от начала до серединки и отметила, где у меня будет донышко. Равномерно просчитала, чтобы у меня были ребрышки вот эти провязаны одинаково, что с одной, что с другой стороны, чтобы у меня совпадало донышко не наперекос, а ровненько. Потом отметила с этой стороны, где у меня будет заканчиваться боковая часть. Эта часть у меня будет для того, чтобы клапан хорошо закрывался. Все-таки у меня есть какая-то толщина сумки. И чтобы эта толщина не мешала закрываться клапану. Таким образом я все разметила. Теперь у меня есть вот такой материал. Это подкладка под ламинат. Я ею буду уплотнять сумку, чтобы она у меня не висела киселем, чтобы была плотненькая. Стенки сумки точно так же уплотню и боковины. Я потом, когда все это сделаю, вам покажу перед тем, как пришивать подкладку, как у меня получилось, и расскажу, как я это делала. Вот что я уже сделала. Сначала контрастной нитью приметала стенки сумки и дно. Дно потом я решила еще больше уплотнить, еще один кусочек сюда приметала, потом обрежу лишнее, подровняю. И ниткой в тон прошила, ее даже видеть не видно, эту нитки, она тонкая обычная нитка швейная, прошила по бороздкам, пришила полностью, вернее не полностью, но частично пока, потому что мне еще надо было ставить замочек, вернее магнитную кнопочку, то я тут еще не прошивала. Сейчас я дошью. Вот, смотрите, тут уже прошито, и тут я дошью. Донышко полностью прошито, двойное. Боковые части я решила не уплотнять. Может, я об этом еще пожалею. Но на сегодняшний день, на этот момент я решила ее не уплотнять. Одним словом, замочек я уже поставила. Одну часть замочка поставила, магнитную кнопочку. Теперь ввяжу сейчас боковины. Сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Я привязала свою боковую часть к тем меткам, которые я делала.
Вот тут что-то у меня не довязано, не привязано, чтобы потом она не сдвинулась с меток, чтобы у меня четко шло по тем размерам, что я себе наметила. И сейчас я их буду обвязывать. Беру шнур. И теперь за половинки петель, соседние половинки петель на сумке и на боковинке ввожу крючок, вытягиваю шнур, вернее, ну да, шнур, это у меня шнур, не нитка. Ввожу следующую половинки петель, вытягиваю шнур и провязываю так называемую соединительную петлю. За половинки петель ввожу крючок, вытягиваю петлю, провязываю соединительную петлю. И таким образом я буду вязать по всему периметру боковинки, ввязывая при этом шнур. Тут, когда вяжешь соединительные петли, надо еще подумать, как его вязать. Его надо то поверх крючка поднимать этот кончик, то под крючок прятать. И тогда будет у нас увязываться кончик. Ну, получается такая красивая косичка. Не очень грубый шов. Потому что если вязать столбиками, будет грубовато здесь. А здесь получается просто косичка по периметру. Так буду вязать, пока не вяжу половинку, вернее боковинку. Уголки я провязываю. Таким образом у меня на боковушке получилось почему-то больше петель, чем на сумке, на том отрезке, который я отмерила для боковушки. Ну, наверное, это естественно, потому что вязалось немножко по-разному. И я в уголки провязываю по 3 петли. Соединяю в один уголок, провязываю 3 петли. Сейчас я покажу. Освобожу петлю. Вот у меня осталось 3 петли. Я провязываю 1 петлю в уголок, 2 сюда же в уголок. В принципе, это к лучшему, потому что получается красивый разворот и красивый угол получится на соединении донышка, вернее боковушки с телом сумки. Вот здесь у меня красивый такой угол получился. Я думаю, здесь получится то же самое. Дальше мы вяжем так, как вязали. Если где-то попадается у вас лишняя петля либо на боковушке, либо на сумке, я их просто провязывала в одну петлю дважды, потому что это естественно. Вязалось основное тело сумки одним рисунком, а боковушка вязалась другим. И поэтому может получиться, что разные количества петель. Вот смотрите, даже уже сейчас видно. Вот у меня петля на боковушке, а вот где петля на сумке. Я эту петлю провязываю еще раз, предыдущую, на сумке. Вот, все выровняла. Теперь эту петлю и эту провязываю вместе. Ну, разберетесь. Я сама первый раз вяжу такую сумку. Если бы я их уже с десяток связала, я бы уже знала точно, что вам говорить. Но я делаю так, как я делаю. Меняю сценарий по ходу пьесы, потому что по-другому тут никак не получится. Вот и вязала я боковину. По-моему, получилось неплохо. Если вы придумаете что-то другое, делитесь со мной, я буду очень рада. Может, это будет лучше, чем я придумала. Значит, в последнюю петлю я провязала петлю
последние, вернее, 2 петли уже на конце боковинки я провязала соединительную петлю, соединила 2 петли, и потом сюда же провязала столбик без накида. Теперь обрежу нить и спрячу кончик. Теперь надо будет привязать еще одну боковину, сшить подкладку, вшить ее, поставить магнитик на клапан. Ну, я думаю, что я на клапан сделаю уплотнение и подкладку. И можно сказать, что уже сумка готова. Подкладка пошита с карманчиками и уже вшита. Ну, шила, конечно, не я еще та швея. Конечно, я могла бы пошить, но я очень не люблю шить, до дрожи не люблю шить. А шью я на уровне 7-8 класса советской школы. И для меня это проблема, конечно, сделать более сложные вещи. Ну, подкладку уж как-нибудь могла бы пошить. Но опять-таки я повторяю, что я очень не люблю. Все удивляются, если я вяжу, почему я так не люблю шить. Так, теперь на клапане я уже пришила внизу. И боковинки немножко не дошила до конца, для того, чтобы у меня был простор, чтобы поставить здесь ответную часть магнитной застежки. И потом все это закрыть и пришить. Сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Беру вторую часть кнопочки магнитной и ставлю ее на место. Вот она притянулась первой половинки, закрываю клапан и отрегулирую его таким образом, чтобы у меня все совпало, чтобы он красиво у меня лежал. Так, сделала. Отсклоняю немножко. И там, где у меня усики магнитика, карандашом намечаю. Так, наметила. Теперь осталось прорезать здесь дырочки и поставить этот магнит, вставить усики, насквозь проколоть мою подложку, которую я уплотняла клапан, и зажать. Сейчас будем делать. По меткам над подкладки я прорезала дырочки, вставила магнитик, точно так же проколола подложку. И теперь где-то у меня здесь есть часть такая, которая предотвратит ее разрывание материала. Вот она. Так. Теперь я на нее, на эти усики надеваю кругленькую такую штучку и загибаю усики. Все. Можно сказать, что магнитная моя застежка уже в полном составе. Раз. И вторую половинку точно так же загнула. Ну, в общем, вы поняли, как это делать. Теперь я вручную все это пришью к клапану. И, можно сказать, все готово. Все, с застежкой, с подкладкой я закончила. Теперь надо связать ручку. Ручка у меня будет одна, длинная. Я сразу планировала сделать ее на карабинчиках. Но я люблю по ходу пьесы менять сценарий и решила, что я просто привяжу ручку на эти петли, которые я подготовила для карабинов. Потому что зачем мне карабины, зачем мне отстегивающаяся ручка? Если бы у меня была еще коротенькая ручка и дополнительно на карабинчике присоединила длинную, это было бы понятно. А так как ручка будет одна, мне просто не нужны карабины.
Так, не удивляйтесь, что появились в кадре карабин появился. Я просто на карабине хочу вам показать образец, как я буду набирать петли на этих петельках, так как неудобно показывать, как я буду набирать, мне надо ее поставить на угол, и это некрасиво получится, я не смогу вам показать, потому что сумка уже какая-то объемная. А сейчас покажу, как я наберу петли на карабине, а потом уже за кадром наберу петли на самой петельке. Итак, вот у меня длинный кончик я оставляю, кладу нить на крючок, перекрещиваю, уже у меня рабочая нить оказывается слева, а кончик справа. Ввожу этот кончик в карабин, в петельку карабина, обвиваю крючок и потом перекрещиваю с рабочей нитью кончик. Опять вывожу через петельку, накидываю на крючок, перекрещиваю с рабочей нитью и опять провожу через петлю. Она выходит у меня за рабочей нитью, этот кончик выходит за рабочей нитью. Потом завожу вперед, набрасываю на крючок, перекрещиваю с рабочей нитью, рабочая нить оказывается снизу, вывожу петлю за рабочей нитью, набрасываю на крючок и перекрещиваю с рабочей нити, рабочая нить оказывается снизу, и опять продолжаю набирать петли. Таким образом я наберу 6 петель, а потом покажу, как я буду вязать. Вязать я буду тунисским вязанием, для того, чтобы у меня ручка не растягивалась. Тунисское вязание предполагает, что растягиваться ручка не будет и будет довольно-таки плотненькая. Сейчас я наберу петли, потом покажу, как я их вяжу. Вот у меня на крючке 6 петель. Вот этот кончик. Я его перекину через рабочую нить. И начну вывязывать. Провязываю одну петлю, первую. Потом провязываю 2 петли, то есть теперь я начинаю все остальные петли провязываю попарно. До конца, пока на крючке останется всего лишь 1 петля. Все, провязала. Начинаю поднимать петли заново. 1 петля у меня есть на крючке, мне надо еще 5 петель поднять. Вот петля предыдущего ряда, я ввожу крючок в нее наизнанку и поднимаю из нее еще 1 петлю. Следующая петелечка предыдущего ряда, из нее тоже поднимаю петлю. 3, 4, 5 и 6. То же самое, 6-я петля. Все сначала первую петлю провязала, следующие петли у меня провязываются по 2. 2 петли, 2 петли, 2 петли, 2 петли, 2 петли. Еще раз покажу, как я набираю петли. Петля 1 есть. Из петли нижнего ряда начинаю набирать следующий ряд. 1, 2,
3, 4. И последнюю петлю я подхватываю за 2 стенки, чтобы у меня была косичка по кромке такая же, как и с правой стороны. Итак, 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И провязываю их. Раз. Дальше идут попарное провязывание петель. Первую петлю я провязываю одну, а потом уже попарно. Та петля, которая уже провязана, и следующая. И заново набираю. И так до тех пор, пока я не закончу ручку, то есть ту длину, которая мне нужна. Связала я ручку необходимой мне длины. Теперь мне надо ее прикрепить с обратной стороны к петелечке. У меня сейчас одна петля после провязывания тунисским способом всех петель. Я ее подтягиваю подлиннее, чтобы у меня была ниточка длинненькая. Отрезаю нитку. Все. Теперь выравниваю ручку таким способом, чтобы она у меня лежала не перекрученной. И что я делаю? Вставляю эту нитку, трикотажную иглу, у меня она пластиковая. Вставила. И начинаю крепить ручку. Вот моя нитка, вот моя петелечка. Завожу нитку в петлю. Теперь оттуда, откуда она мне выходила, из той петельки эта нитка, я опять ввожу иглу сюда. Потом с изнанки вывожу следующую петлю. Вот у меня петля нижнего ряда. Снова ввожу, прохожу через петлю на сумке и с обратной стороны, с изнанки на лицо, вывожу в ту же самую петлю. Следующая петелька у меня, вот она. Опять иголку с лица на изнанку вывожу через эту петлю. Одновременно прохожу через крепление на сумке, подтягиваю потуже. Повторно я вхожу в эту же петлю на ручке с изнанки на лицо. В следующую петлю с лица на изнанку через крепление на сумке и с изнанки на лицо вывожу. Таким образом я креплю ручку к петельке. Осталось у меня 2 последние петли. Так, и последняя моя петля. Тут я захватываю 2 половинки самой петли. Опять вхожу в крепление на сумке. Все. Теперь осталось нитку обрезать и закрепить. Моя ручка уже на месте. Ну вот моя сумочка и готова. Сказать, что я довольна, ничего не сказать. Наконец-то у меня появилась новая сумка. Давно я собиралась ее связать. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-то непонятно, я буду вам отвечать. На этом я буду видео заканчивать.
Берегите себя, своих родных и близких. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.